Насколько ты считаешь, что это действительно там классная тема, не классная тема, стоит она, не стоит? Пьянство, воровство, антисанитария полная. Еще думал пойти на строителя. Насколько для тебя это является вот больной темой? Все прекрасно знают, что из общепита очень тяжело уйти. Много кто пытался, и они туда возвращаются. Ну ты же шоумен, достань из-за пазухи. Ну да, как царевна лягушка. Ваши десерты, они бездушные. Там нету порошка из атомной бомбы. Всем привет, это канал Bake No Fake, я Валера Садко. Сегодня у меня в гостях очень хороший человек и талантливый коллега Андрей Наталевич. Андрюха, здравствуй. Привет. Первый вопрос, который сразу же я тебе хочу задать и который меня интересует, что же такое все-таки быть шеф-кондитером? Быть шеф-кондитером — это все равно в большей степени не про творчество, потому что все равно большую часть твоего рабочего времени занимает именно какая-то менеджерская часть, налаживание процессов и разруливание абсолютно порой дурацких ситуаций. Это достаточно тяжело. Ну, то есть хотелось бы порой избегать в работе этого всего и все-таки заниматься больше сутью самой профессии как кондитера. То есть что-то создавать, участвовать в каком-то процессе, а не, так сказать, порой подтирать сопли, слюни. Ты понимаешь, о чем я. Вот, в принципе, то есть это мое такое видение. Ты очень хороший вопрос задела о том, что менеджерское, не менеджерское. Как ты считаешь, в хорошем шеф-кондитере, как в руководителе, в лидере, какой процент соотношений должен быть тех или иных качеств, имеется в виду кулинарных, творческих или менеджерских? Ну, по-хорошему, хотелось бы, чтобы все-таки творческая часть составляла 70%, и менеджерская только 30%. Но порой получается все абсолютно наоборот. И более-менее нужно прийти к тому, чтобы хотя бы 50/50 было. Чтобы ты мог равное количество своего рабочего времени и сил уделять и на то, и на то. Как ты думаешь, вот твое мнение мне интересно, почему у многих людей, особенно у молодого поколения, давай говорить это так, наверное, потерялась вот эта вот история, грань о том, что вот они считают, что если они станут шеф-кондитерами, они будут там безумно творить и прям вот фейерверки будут влево и вправо плескать. Я думаю, все равно так или иначе не только на это, но и на многое повлияло большое распространение соцсетей и то, что большинство видят это все в разрезе там 20 секунд, максимум 1 минуты, и думают, что это все на самом деле так и происходит. И не хотят даже поинтересоваться или попробовать углубиться в то, что это достаточно тяжелая работа, и у тебя ты не будешь просто вот так вот, знаешь, там кисточкой махать, и у тебя будет пыльца лететь, и все будет так прекрасно, красиво, и ты будешь только этим заниматься. Окей, скажи, пожалуйста, вот мы, разговаривая с нашим общим знакомым, он такой говорит, ну ты же теперь не шеф-кондитер. И я вот думаю о том, что это все-таки должность, или это профессия, призвание, что это? Я считаю все равно, что это должность. Ну, то есть, суть все равно остаётся то, что ты кондитер. Шеф — это все равно приставка, это как раз таки та менеджерская часть и просто более обширные какие-то твои знания и дополнительные обязанности. Как ты относишься когда это к тому, что человек, допустим, один раз был шеф-кондитером, потом после этого там должность поменял, или его не взяли шефом, или у него меньше должность, но у него там в шапке профиля в соцсети может быть написано типа «пестри-шеф». Ну, здесь, знаешь, наверное, такой момент: человек, не может смириться с тем, что у него дальше не получилось или на данный момент не получилось. И вот эта вот маленькая галочка где-то в «Инстаграме» в шапке профиля, то есть она тешит его какое-то самолюбие, он себя просто таким образом пытается успокаивать. Хорошо. Мне вот интересен вопрос твоего опыта. Он у тебя достаточно длинный, большой и многогранный. Ты порядка, как ты уже сказал, мне 13 лет в профессии находишься, да, с момента, как ты пришел на кухню обучаться этому всему мастерству. А,
Насколько действительно важно образование? Потому что, ну, как я помню, у тебя очень классное образование. Ты закончил техникум, да, насколько я помню, или Это какой-то колледж был. кулинарный колледж. Потом ты поступил и отучился в институте, пусть на заочке, но все же. То есть ты там получил очень хороший объем знаний в плане технолога. И я там всегда в этом плане восторгался и говорил, что это круто, что у тебя хотя бы так, но получилось. Что жаль, конечно же, как ты рассказывал о том, что это не полный курс, что ты можешь ходить на дневные занятия. Вот ты, отучившись в 2 учебных заведениях, плюс получив высшее образование по этой профессии, насколько это действительно важно или нет в этой работе иметь профессиональное образование? Я считаю, что в любой профессии, если ты хочешь в нее попасть, ты должен получить образование. Не потому, что у тебя должна быть потом вот эта корочка, да, от которой ты сможешь вот так махать, смотрите, у меня есть диплом. Все равно во время учебы так или иначе ты проходишь какие-то этапы, которые тебя формируют все равно как личность. То есть и очень много каких-то потом социальных навыков, которые тебе могут пригодиться и в работе, и в жизни, они все равно формируются именно во время учебы. То есть где-то ты становишься более пробивным, где-то, возможно, появляется какая-то, может быть, даже наглость, которой порой там не хватало тебе в твоем характере. Но я считаю это очень важной частью, потому что опять-таки, как ты к этому относишься? И когда ты напомнил о том, что у меня высшее образование заочное, я, как я всегда говорил, что заочное образование это не совсем образование, потому что все равно преподаватели говорили, 20% только мы вам даем, 80% на самостоятельное обучение. Ну, какое самостоятельное обучение, когда ты работаешь? То есть все равно, то есть это только те знания, которые ты услышал на лекциях. И даже если ты не совсем ответственно к этой учебе относился, так или иначе ты что-то слышал, все равно где-то в мозгу у тебя это отложилось. Окей. Вот мне интересен вопрос о начале твоего обучения и как ты пришел к этой профессии. Скажи мне, пожалуйста, вот ну, мы с тобой вместе, то есть ты учился в колледже, я учился в колледже, и у нас есть определенная некая общая вот эта вот база того, когда мы пришли на предприятие, учебные эти столовки и все остальное. Вот опиши свой этот опыт и, ну, то есть, как это для тебя было? Ну, во-первых, начнем с того, что в 15 лет, когда я пришел учиться, я вообще хотел быть поваром. Я никогда не мечтал быть кондитером. Но, к сожалению, получилось так, что в 2010 году в моем колледже был набор только на кондитера-пекаря. То есть набора в этот год на повара после 9 классов не было. Я очень долго переживал, я потом вообще думал пойти на строителя. Это очень странно, но меня поддержали моя бабушка, мама, они мне все равно помогли своей поддержкой в этом, и я выбрал, что я все-таки пойду на кондитера, там так или иначе одна сфера, и можно будет, может быть, профиль свой поменять. Когда я начал уже учиться, и первые там были экскурсии там, на тот же хлебзавод или потом уже практики, первое место практики у меня было отвратительно, это был комбинат школьного питания с крысами, тараканами и тетями советской закалки, которые тебя обкладывали с ног до головы Трехэтажным матом, матом. да. И я не скажу, что я разочаровался, что, как многих потом практикантов, с которыми я сталкивался, им какой-то там, знаешь, чуть-чуть на повышенных тонах что-то скажи, все, у них сразу паника, истерика, они начинают трястись, им прямо плохо, они уже все хотят это бросить. Ну, я прекрасно себе в том возрасте, в 15 лет отдавал отчет, ну, это часть этой работы. Они же так работают уже по много лет, и то есть просто как ну, скажем так, специфику этого всего я, в принципе, нормально воспринял. И маты очень потом Пригодились? используются в работе ежедневно и порой очень много. В целом, как этот опыт для тебя сказался? В целом, мой начальный опыт, он мне, в принципе, хорошую базу. Я посмотрел и с одной стороны, и с другой стороны. Допустим, я для себя там, в те 15-16 лет сделал вывод, что нет, я так не хочу работать в подобном месте. И, там, допустим, с подобным коллективом. И в таких вот этих вот ужасных просто условиях, где пьянство, воровство, антисанитария полная и, ну, никакого нормального отношения в коллективе между друг другом нету. И там уже потом, начиная со 2 курса, я очень старался со своим мастером в колледже договориться о том, чтобы
я попал в какое-то другое место практики, потому что, к сожалению, были такие обстоятельства, что мне светило в том месте все 3 года проходить практику и еще и отрабатывать там 2 года. Я просто в Мгм. самом начале совершил там небольшую ошибку, но это долгая история. Вот. Но у меня получилось со скандалами где-то разорвать тот договор. Я попал в другое место, оно было уже лучше. Это все равно было не какой-то вау, но на тот момент это лучшее было в моем городе. Вот. И там, в принципе, мне нравился и коллектив, и это было что-то новое, все равно на тот момент современное. И там мне очень потом, в принципе, я понял, что мне хочется работать. Вот. И на протяжении, наверное, 1,5 лет остатка вот этой своей учебы, так сказать, кровью и потом добивался того, чтобы попасть в то место на отработку, так как в Беларуси у нас обязательно есть отработка год после колледжа. Почему так сложилась вот судьба вот этого общепита? Ну, вот вот те места, в которых ты отработал, как ты думаешь, в чем их сложность или проблема, или почему вот это вот, почему они вот в таком состоянии были? Ну, потому что, в принципе, эта профессия очень тяжелая физически и морально. То есть единственное от места зависит, где э, то или иное будет преобладать. Но, в принципе, физически тяжелая очень профессия, что повара, кондитера и пекаря, в принципе, вот это все. Ну, опять-таки, повторюсь, в начале вот это вот момент, допустим, пьянства, я потом даже на своих рабочих местах в будущих каких-то коллективов сталкивался с тем, что люди ближе к 40 годам, примерно, то есть они уже там по 20 лет отработали, они начинают пить чаще. Они прямо некоторые спиваются. И я работал прям реально с запойными людьми, которые за один мой там рабочий год на первом месте 4 запоя было. То есть вот раз в квартал. Что это такое? Это выгорание или что это? Почему так с людьми происходит? Я думаю, да, ну это выгорание, потому что работа физически тяжелая, достаточно однообразная, порой нету вариантов, так как я из маленького города, там нету вариантов часто менять работу, искать для себя что-то лучшее. И людям приходится на этой работе работать по 5, 10, 20 лет, а то и всю жизнь. И у тебя начинается это однообразие, плюс это физическая постоянная усталость, ну и алкоголь такой антидепрессант условно для них. Хотя все знают, что алкоголь это самый главный депрессант. То есть про этот момент все забывают. И, в принципе, вот так вот и складывается. Но окей, почему или можешь ли ты провести эту аналогию вот с высоты теперь своего опыта и теперь уже международного опыта? Можешь ли ты провести такую же подобную аналогию, в принципе, с людьми, работающими в общепите? Как часто такое происходит? Но, в принципе, в тех местах, в которых я работал, так или иначе один какой-то человек подобный. У кого-то это было более усугублено как-то, у кого-то в меньшей степени, но Мгм. все равно такие люди есть, они есть везде. То есть это, ну, такая специфика, в принципе, в этой профессии. Я не знаю, почему это так завелось, но это есть, и от этого порой в более младшем возрасте становилось, ну, где-то даже страшно. То есть я задавал вопрос тем женщинам, которым уже было там в районе 45-50 лет. Я отработал 2 года, я понимаю, что я уже устал от многих этих вещей. И я говорю: боже, как вы работаете по 20-30 лет? И говорит: мы сами не знаем. Ну, просто работают. Но уйти все прекрасно знают, что из общепита очень тяжело уйти. Много кто пытался, и они туда возвращаются. У него самого была куча раз мысль: все, я хочу уйти из этой сферы. Но я понимаю, что я люблю свою профессию, и порой есть только выход поменять место работы. Может быть, там будет что-то лучше. Лучше коллектив, лучше условия. И все равно ты вдыхаешь в себя, пусть и на, может быть, достаточно короткий период, но какое-то новое вдохновение, вот эти вот какие-то силы у тебя появляются. Но, как правило, это продолжается примерно год, а потом ты начинаешь входить в эту зону комфорта, и, как говорится, тебе этот мир абсолютно понятен, да, Окей, и все. хорошо. Вот ты говорил о том, что у тебя у самого порой приходили мысли поменять сферу. Как ты думаешь, почему так происходит и что было бы хорошо делать, чтобы предупредить эти все случаи? Нужно
научиться, и это только сам может человек себя к этому подвести. Никакие советы, разговоры с кем-то не помогут или брать с кого-то пример. Свести к тому, чтобы работу оставлять на работе и как-то пытаться свои силы рационально распределять, чтобы у тебя все равно еще было на что-то личное время, то, что тебя будет в жизни там вечером или в выходной день вдохновлять дополнительно. Потому что я более-менее, в принципе, к своим сейчас 28 годам пришел, но на протяжении 10 лет я понимал, что я себя просто настолько отдаю работе, и у меня был момент жуткого выгорания, ты о нем знаешь, он вот буквально в конце прошлого года был, и я понял, что так нельзя, и все-таки, ну, можно просто тронуться головой до такой степени, что тебе потом уже ничего не поможет. Это каждый придет в своем возрасте. Насколько велика разница между твоими опытами? В принципе, вот можешь рассказать поподробнее, потому что ты отработал последний, как ты говорил, пятилетку в отеле, до этого у тебя была пятилетка в других местах. Насколько, в принципе, отличается общепит и в чем он конкретно отличается между собой? Да, у меня получилось 50/50. Первые, ну, так скажем, 5 лет работы это были сети магазинов с собственным производством. Это было две разные сети. И отличается тем, что там про творчество ты можешь забыть вообще какое-либо. Это все очень однообразно, ты работаешь просто на объем. Механический труд. Да, и тебе там дают 12 часов на то, чтобы изготовить 100 или 150 килограмм продукции. И это так называемый тоннаж, и то есть он устанавливается на каждый месяц свой. Порой бывает его чуть снизит, порой бывает его увеличит, и ты как хочешь, так и успевай. Вот. И физически очень быстро устаешь, и тело очень быстро изнашивается. Ты знаешь про мой случай с рукой, да, у меня было то, что получилось, ну, как травма, да, и от которой, в принципе, до сих пор страдаю, постоянная боль в кистях. И то есть ее уже, к сожалению, никак не исправить, ни операцией, ничем. То есть если это все усугубляется, тебе просто приходится менять действительно уже профессию просто по состоянию здоровья. И на подобных местах я очень знаю много случаев, мне рассказывали, я сам с этим сталкивался, когда люди просто становились инвалидами. Вот мне одна моя бывшая коллега рассказала, что с ней работала женщина, у которой были настолько серьезные проблемы со спиной, ей делали операции, и ей просто дали инвалидность. Из-за того, что ты таскаешь вот эти караты по 50 килограмм, м, и тоже от этого становится в какой-то степени страшно, о том, что ты работаешь, тебе нравится, но ты себя просто убиваешь. Хорошо. А разница-то именно принципиально между твоими опытами, она вот какая? Ну, то есть повторяется ли, вот ты работала в собственном приготовлении, и вот ты сейчас работал в отелях. Да, оно абсолютно отличается. Ты в отеле все равно не работаешь на такие объемы. Мгм. Объемы намного меньше. Но в отеле есть та специфика, ты там больше устаешь морально. То есть у тебя больше уже идет момент вот этого морального какого-то истощения, выгорания. Но все равно на данный момент я понимаю, что в то, с чего я начинал, я возвращаться не хочу. Мгм. Мне нравится сфера гостеприимства, даже с этими своими нюансами, но все равно там есть место для той самой сути этой профессии, творчества. И то, что ты можешь показать, ты можешь придумывать, и плюс отель все равно такое место, которое тебя ни в чем практически не ограничивает. То есть нету там той системы с переучетами, что все очень до крупинки, до грамма, все должно быть точно. Здесь, в принципе, ты можешь творить ежедневно. Тут только вопрос, насколько ты можешь распределить свое рабочее время, и будешь ты этим заниматься ежедневно, либо ты себе установишь, что раз в неделю у тебя только творческий день. То есть ты вообще ничем другим не занимаешься, ты только что-то творишь, создаешь, придумываешь. Вот ты сказала про морально, о том, что морально тебя очень сильно, как, не знаю, правильно выразиться или нет, гасило в какие-то определенные моменты, именно отельная работа. А в чем аспект? Почему морально устаешь? Почему изнашиваешься? Здесь, так как мы работаем не с гостями,
нам передают эту информацию те, кто непосредственно, как это говорят, front of the house, да, а они нам передают, а это все равно всегда получается момент сломанного телефона. То есть мы все равно именно уже на позиции какой-то старше, и особенно шеф-кондитер. Ну да, ты можешь пообщаться с гостями, тебя могут к ним пригласить, либо ты сам можешь проявить инициативу и к ним выйти и пообщаться, получить обратную связь. Но чаще получается, что какой-то супервайзер в ресторане, либо это будет официант, и он придет, скажет, вот гостю не понравилось, и он это скажет со своей подачи. И ты порой не понимаешь, как на это реагировать. То есть у тебя было 10 хороших отзывов, там, допустим, что это была идеальная текстура, вот, то есть лучшая. И тут один пришел и сказал, что фу, текстура вообще говно, это худшее, что я ел, и мне вообще не понравилось, и я больше к вам не приду. И то есть ты, с одной стороны, не понимаешь, это действительно так этот человек сказал, либо это восприятие того, кто тебе это передает. Ты имеешь в виду, все понял. Да, и почему происходит большее выгорание? Потому что нету нормальной работы чаще между сервисом и кухней. То есть это все равно очень редко, когда, знаешь, это налажено действительно на один какой-то общий результат, удовлетворить потребности гостя, чтобы он остался довольным и вернулся и принес нам деньги. И именно выгорание происходит от вот этих конфликтов между отделами, потому что каждый пытается как будто бы себя показать лучшим. Тянуть одеяло на Да, себя. да, забывая о том, что вы пришли работать, и ваша задача удовлетворить гостя и показать хорошие какие-то результаты, а не показать себя хорошим. Вы не на каком-то там конкурсе красоты или даже пусть кондитерском конкурсе, да, где вам нужно показать себя, какой ты классный, какой ты лучший, какие у тебя навыки. Зачем? Вот от этого просто и выгораешь. То есть именно из-за своих коллег. Слушай, ты интересную тему затронул. Ты так же, как и я, вот тоже участвовал в кулинарных конкурсах по своей У меня профессии. был один такой опыт. Как ты вообще к этому относишься? Насколько ты считаешь, что это действительно там классная тема, не классная тема, стоит она, не стоит, дает она что-то? Она имеет место быть, как и в любой профессии. То есть тут уже вопрос, хочешь ли ты в этом участвовать? Ну, почему нет? Ну, то есть, почему в других каких-то профессиях все равно есть какая-то премия или конкурс, а в этой не может быть? То есть, ну, не хочешь — не участвуй. Нравится тебе, ты хочешь ты себя показать — пожалуйста, вот твой шанс. Для этого существуют эти конкурсы. На твой взгляд, они действительно могут показать твое мастерство как кондитера? Да, конечно. Хорошо, тогда следующий вопрос. Вот есть моя любимая тема, связанная с одним из знаменитых шеф-кондитеров, который себя недавно назвал королем Мгм. кондитерского мира. Ты видел его торты? Это гигантские торты, да? То есть все мы знаем о том, какое количество человек трудится над их созданиями. И здесь у меня тогда вопрос. Где теряется вот та вот суть кондитерского мастерства, и когда уже это переходит за грань какого-то абсурда, когда начинают мониторы встраивать, кондиционеры встраивать в торты, там уже лепить всевозможные вещи. То есть где вот та вот тонкая грань между всем этим? Э, И Я насколько вот ты считаешь, это для тебя нормально, ну, это или нет? Я отвечу, наверное, достаточно, может, просто, но все прекрасно знают, что у нас существуют санитарные нормы. Это наш главный документ, да, на который мы ссылаемся, и мы должны э, поддерживать это все. И мешать еду с неедой, ну, это абсолютно не надо. И опять-таки тот момент, просто не раз обсуждали вот эти десерты или блюда с шоу-подачей. То есть я для себя в один момент вспомнил фразу, ну, которая была там в детстве, допустим, или где-то мелькала, может быть, в каких-то фильмах. Всех детей учат: не играйте с едой. То есть, а для меня это в какой-то степени, то есть вот эта игра абсолютно ненужная. Может быть, в этом сейчас и проблема, что всех в детстве ругали, а теперь они играются с едой, потому что могут себе это позволить. Ну, просто еда для того, чтобы удовлетворить свои потребности. То есть, не, знаешь,
порадовать свой глаз. Ты порадовать свой глаз можешь, не знаю, там, какой-то вещью, украшением, чем-то. Естественно, да, то есть еда должна, очень важен визуал, но ты должен насладиться вкусом. В первую очередь, ты считаешь, или как? Ну, все равно говорят о том, что Едят глазами? едят глазами. Ну да, визуал важен. Но если это будет супер красиво, но это будет деревянное, резиновое или где-то вообще безвкусное, а там был заявлен, что там будет очень супер насыщенный вкус какого-то продукта, ну и зачем тогда тут визуал? Для чего он? То есть, если это было абсолютно потом несъедобно. Да, интересно. А, вот у меня к тебе, из этой темы вытекает другой вопрос. Как ты относишься к копипейсту? В том формате, что вот, ну, все мы подчерпываем где-то у кого-то идеи, все мы видим это, там подписано на многих шеф-кондитеров друг на друга. То есть, и мы можем, допустим, взять форму, но сделать другую начинку, или взять начинку, но сделать другую форму. То есть, насколько для тебя это является вот больной темой, если кто-то там возьмет у тебя твою идею и сделает ее? Я к этому отношусь нормально. Ничего в этом такого не вижу, кроме одного момента. Есть один ресторан в Минске, достаточно известный, и там блюдо, ну, а конкретно десерт, а, продолжительное достаточно время. Я ради интереса сегодня зашел в их инстаграм, это у них уже ушло. Видимо, потому что захейтили очень. Но это было абсолютное копирование полностью всего. Это был и вкус, и вид. Единственное, что вид это было не очень хорошее исполнение. То есть Ты случайно не про пчелку говоришь? там был и грибок, и пчелка. Ну, грибок это был такой, как когда-то делала Мари Гюшон. Угу, Ой, господи, мухомор. угу. Вот, но было исполнение не очень. Но это было полностью все скопировано. И в этот момент я считаю нормальным, то есть сказать, что вы вдохновились или вы можете прийти к нам и попробовать, в нашем исполнении, пусть, да, но десерты такого именитого человека, то есть очень известного в этой сфере. А полностью все слезать и преподнести, что это ты такой крутой, ты это придумал, сделал, ну, это не очень хорошо. А то, что использовать какую-то форму, ну, а добавить свой вкус, окей, это нормально. И здесь тогда, знаешь, тебе не нужно говорить о том, что ты взял это у того-то. Ну, потому что те же формы, да, они продаются, естественно, там форма, не знаю, какое-нибудь там яблочко, это могут тысячи использовать, но добавляя свой какой-то вкус. У меня тогда дальше следует из этого. Вот почему вот мне друзья, коллеги, с кем мы общались на эту тему, говорят о том, что очень странно, почему мы, как люди, работающие на производстве, м, спокойнее относимся, если у нас берут какие-то идеи и копируют. То есть, ну, мы можем отшутиться, там, Мгм. простебать эту тему, то есть, но нас это никак не задевает. Почему это так задевает людей из разряда домашних кондитеров? Насчет домашних кондитеров я, особенно за последние, наверное, 3 месяца, почему-то сделал для себя такой обобщенный вывод. Ты заметил, насколько у них все однообразно? Они это преподносят как свое, но они закончили 200 человек у одного и того же какой-то курс, и они полностью копируют те начинки с того курса. Мгм. И порой и внешний вид, не добавляя вообще ничего не своего. И почему они на это обижаются? Я этого не понимаю. То есть, ну, ты же спиздил, извините, но почему у тебя не могут это позаимствовать? Почему ты будешь на это обижаться? То есть, ну, это какой-то момент какой-то, знаешь, объективной оценки себя. То есть для меня они объективно себя не оценивают, и все-таки, наверное, работая именно на профессиональной кухне, тебе не до этого. А если, допустим, там есть как домашние кондитеры, которые выпускают, они разработали свой продукт, сами его доработали, сами сделали, и потом с ними идут в массу, и при этом, если у них вдруг копируют идею, они реагируют на это достаточно остро. Но это опять-таки момент, ты где-то говорил, да, что нот всего 7. Я понимаю, я вечно забываю, как правильно фамилия, Франк Хаснут. Да, Да, по-моему.
Вот, допустим, он действительно сделал, ну, можно так сказать, революцию в один момент. Он придумал свои вот эти вот ножи. Делать различные там перья, Мгм. листья, вот это все. Если у него это будет воровать, то это да. То есть, потому что здесь действительно было придумано что-то новое. Уникальный продукт. Да, то есть он уникальный. А если у тебя был торт с начинкой клубника, ты его поменяла на смородину, добавила там, не знаю, шоколадную какую-то фигурку мишки, и потом кто-то сделал с такой же шоколадной фигуркой мишки, ну что твоя фигурка это настолько уникальна, ты ее купила в том же магазине, где и тот человек купил. И в чем здесь уникальность? Ну вот я знаю одну белорусскую кондитерскую, мне про нее рассказывала моя подруга и коллега, которая повторила десерт пчелку знаменитого французского Мгм. шеф-кондитера. И потом эту кондитерскую все захейтили. Но это опять-таки тот момент. Вы можете это повторить, но проговорите сразу момент, что вы вдохновились, и мы даем вам, этому городу, этой стране, возможность попробовать то, чего вы, возможно, не сможете. Так а если они просто взяли внешний вид, но сделали другую начинку? А тогда почему их хейтили? Вот типа внешне похоже и все. Ну, слушай, Но я с тобой рассуждаю, я, к ну, сожалению, не я про... знаю, насколько точно и, ситуация так складывалась. Просто ну, интересно твое мнение. слушай, ну тут тогда можно цепляться за все, за то, что, ой, у тебя желтый десерт, и у меня желтый десерт, ты у меня своровал. Ну что ты у меня своровал цвет, ты создал новый уникальный цвет какой-то. Ну это какой-то, не знаю, это бред. Ты не считаешь, вот ты смотрел Гуччи фильм? Да, Помнишь, когда там глава Гуччи семьи, этот Маурицио. дедуля, А, нет, ну, он, когда Леди Гага принесла все эти сумки, реплики, копии, а он сказал, типа, это не копии, типа, это не подделки, это реплики. ну да. Но вот, может быть, нам просто проще нужно к этому относиться именно так? Ну да, то есть про что я и говорю. М, Зачем? Ну, пожалуйста, то есть сам для себя успокойся и подумай, какой я классный, меня копируют. И не надо писать гневно в комментариях или в личку, да, о том, что почему ты у меня вот это вот своровал, ты это запатентовал? Вот если своровали патент, это уже, да, это воровство, это суд, ты можешь делать, что хочешь. Но когда ты делаешь в соцсети, выставляешь, что кто-то за тобой повторил, ну и что? Окей. Вот у нас есть с тобой любимая тема домашние кондитеры, которые мы любим постоянно с тобой обмусоливать. И тут у меня родился, точнее, интересный вопрос. Где-то мне навели на него, размышляя на эту тему. Вот очень часто, общаясь с домашними кондитерами, а я с ними общался не раз, они ведут диалог из разряда, когда мы начинаем обсуждать то, о чем наболевшие наши с тобой санитарные правила, и преподносится информация так, ну, типа, это же ответственность гостя, типа, что он нас покупает. Ну, вот в таком формате ведется диалог. Возможно, я сейчас утрирую с Мгм. интонацией или словами манипулирую, но суть остается такова, что фраза произнесена. И не считаешь ли ты, что таким образом, или точнее, как ты считаешь, не снимают ли они с себя таким образом ответственность? Ну, конечно, А мы снимают. в общепите именно в том, в чем заключается основная загвоздка, эту ответственность не можем с себя снять. Никоим образом. Мы не можем, я тебе скажу, даже больше во время учебы в универе нам, не помню, что это точно был за предмет, наверное, может, организация производства, у нас была целая тема об уголовной ответственности в этой профессии. И лучшее решение, если тебе просто на 3, по-моему, года будет запрет вообще в ней работать. Ну, у тебя штраф в 1000 базовых величин, то есть это самое лучшее, чем ты можешь потом отделаться от этого всего. Но порой, да, тебя могут и посадить. Доказать это, конечно, все потом будет очень трудно. Многие говорят о том, что, в принципе, все, что профессионального касаемо, вот это, так сказать, где-то халатности, многие юристы говорят, что это трудно доказать и подвести к тому, что тебя посадят. Но, тем не менее, это есть. А на них этой ответственности нет, и ты вообще ничего не докажешь. И то, что они перекладывают ответственность на гостя, ну, нет. Ну, то есть, э, если ты захотел называться кондитером, если ты захотел это делать, то будь добр принимать все стороны этой профессии. То есть, а не только то, что ты будешь стоять и лепить эти торты.
и выносить их там в тапочках со своего подъезда, отдавать в коробочки. Или типа, то есть нет. На всех этапах ты должен перенять то, что идет в истоках этой профессии. То есть, все ее стороны. И ответственность, и за вкус, и за исполнение, и не дай бог за какое-то отравление, да, что тебе придется каким-то образом потом загладить эту вину. Ну, то есть либо там вернуть деньги, либо еще что-то. Нет, они абсолютно не должны снимать с себя за эту ответственность и перекладывать ее на гостя. Недавно тут рассуждали с подругой, с коллегой на тему того, что был диалог, состоялся между там людьми, и в чем разница работы типа на производстве в кондитерском цеху, в отеле, неважно где, ну, наверное, давай про отельный больше сегмент говорить, и именно опять-таки же домашних кондитеров. И была заявлена такая фраза типа, ну вот, ваши десерты, они бездушные, а у нас типа крафтовая продукция. Ой, это тоже один этот момент, когда начинается очень много. Ты сейчас листаешь Инстаграм, и то, что я тебе рассказывал историю, меня просто было трясло. Это я тогда находился в Краснодаре, мне попалась Напомни реклама. историю, ну. Я листаю Инстаграм, и мне попадается типа реклама. Я лучший чизкейкер России. Я изготовила более 3000 чизкейков. Они у меня лучшие, нежные, самые профессиональные и так далее. А вот в магазине или где-то в ресторане, то есть там все не натуральное, там вообще все на порошках, на непонятном каком-то жире, на непонятном масле. Ну, господи, мы все работаем с одного продукта. И даже, опять-таки, момент вот этих вот смесей для ускорения производства, с которыми я 5 лет отработал, я прекрасно читал их состав. Там нету, не знаю, порошка из атомной бомбы какой-то или крысиного яда. Ну, там просто прекрасно подобранная смесь различных крахмалов. Не знаю, возможно, будет там, не знаю, сода. Опять-таки момент про Е-добавки. Вот Е-добавки, это так, это все, это отрава, вообще не все. Господи, они везде. И мой любимый пример. У вас у всех дома есть добавка Е500, пищевая сода. Вы умерли? Или, я не знаю, у вас кожа от нее слезла, когда вы что-то пытались ей очистить, и не только в блины добавить? Вот, тебе тоже Е. Ну, вы же соду все покупаете, вы ее используете. И нету Е, этих добавок, которые могут до летального исхода довести. Если они есть, они разрешены, они проверены. В них ничего нет абсолютно страшного. На эту тему вот я смотрел мастер-класс одного технолога, 30 дней я тебе рассказывал, и тоже мне очень понравилось. Она тоже каждый раз ржет на тему того, что вот все так боятся так боятся Е, а за какое Е не возьмись, вопрос в том, что продукт все равно натуральный. Неважно, каким способом он произведен, то есть синтетическим или натуральным образом, да, там отжимом или еще каким-то, или синтетическим образом, продукт все равно из органического сырья Ну, состоит. конечно. Органическое сырье, которое есть просто даже в нас многие пищевые Да. добавки. Там есть очень крутой фильм. Не знаю, смотрел ты, не смотрел. Старая передача еще по телеку ее крутили. Там мужик из своих, там, из печени, из жира, из холестерина, там, из волос, из пота, из мочи, все эти пищевые добавки, просто вот он их получал. Вот тебе простая, это просто органическая химия, которую многие не понимают. Ну, можно такое еще на эту тему, да. То есть вы все боитесь добавить какой-то там, не знаю, краситель, потому что это тоже Е, что кто-то против, допустим, красителей, но никто не боится всунуть лампы, телевизоры в торт, да, или же самое сейчас распространенное — это живые цветы, которые покрыты просто, чем формальдегидом, по-моему, их покрывают, Да. каким-то там процентом. Ну, то Никто есть об этом не думает. никто об этом не думал. Я эти цветы изолировала, там вот они показывают видео, я их изолировала, чем фольгой обкрутила. А то, что это фольга, потом может от нее тоже ты не умрешь. Но с другой стороны, этот кусок может остаться в торте, да? И если ты его проглотишь, он будет очень маленький, с тобой ничего не будет. Но если это будет достаточно крупный кусок, ты просто подавишься, ты себе порежешь пищевод, желудок, и это может быть
с очень плохим все окончанием. Или давай говорить по чесноку, где делается, где хранится эта фольга, о том, что у нее есть одна пищевая сторона, вторая не пищевая, и Ну о том, то, да, что на производстве ее производят, чтобы ну, то есть фольга, это же тепловая обработка должна происходить, потому что все равно обсеменение происходит. Но что-то об этом никто не думает. ну и опять-таки момент домашних кондитеров. Она утром оторвала кусок этой фольги, возможно, не очень чистыми руками, да, потому что она готовила мужу какую-нибудь там, не знаю, буженину, допустим, запекала, и нужна была фольга. И на этом же столе она потом готовила торт. И брала ту же фольгу, а, возможно, на ней где-то ты же в перчатках не готовишь дома себе еду, себе и своим домашним. И у тебя, возможно, на руках, где ты потом брала, остались вот эти микрочастицы сырого мяса. И ты потом это используешь для десертов, что, допустим, тот же крем считается самой опасной средой, да, для размножения микроорганизмов. Почему даже на больших производствах, в принципе, кремовый цех — это отдельная зона Мгм. всегда, и к ней всегда особую совесть. Это Мгм. бактерицидные лампы, проветривание, мыть, как так или иначе, то есть обработка столов вот этого всего. И тоже об этом никто не думает. И то, что развилось последние 3 года, как это вообще допустили? Почему мы, работая на профессиональной кухне, должны страдать от этих женщин, приходящих с инстанции раз в полгода стабильно, А то и а чаще. то и чаще? А это пожарила котлеты, а потом, ну, типа, там, не знаю, рядом там крем у нее взбивался. А хотя ни на одной кухне никогда не будет такого, что кондитерский цех совмещен с, не знаю, там, с мясным, с рыбным, с овощным, неважно. Это всегда отдельное помещение. То есть, да, единственное, в ресторанах бывает, ну, выделенная зона. Но, как правило, тебе никогда не разрешат открыться, если эта зона пересекается с зоной мяса, рыбы или чего-то По другого. потокам. То есть, да, это настолько должна быть у тебя выстроена поточность, что там не будет мимо никто с этим ничем проходить. Интересует меня вопрос, связанный с дискриминацией в работе. Как часто ты сталкивался с ним? Дискриминация в сторону женщин, я не скажу, что я с ней А сталкивался. дискриминацию в сторону мужчин? Вот честно, бывало такое, что со стороны женщин в век феминизма шла в сторону мужчин дискриминация. Опять-таки, даже тот момент, что мне еще рожать, да, поэтому я это не буду поднимать, если ты мужик, ты поднимай. Ну, все равно для каждого есть нормы. Вы пришли за одинаковую зарплату работать. Мгм. Допустим, как сейчас особенно развит этот феминизм, я, честно, не сталкивался ни лично, ни в моем окружении о том, что есть дискриминация по уровню заработной платы. Может быть, этого нет в наших странах, где-то есть о том, что условно мужчина получает там 1000 рублей, а женщина только 500 рублей, хотя они оба работают кондитером на одной должности. Нет, они получают одинаковую абсолютно зарплату. Но многие вещи, допустим, они говорят, что не будет делать. У меня есть, мы с тобой недавно, по-моему, обсуждали любимый пример опыта шеф-кондитера одной из России, женщины, как она проходила А, стажировку во Франции. да. И когда она там подняла несколько тяжелых листов, и у нее там заболела рука. А при этом она видела девушку, которая работает на той кухне, француженка, которая подняла просто миксер и понесла его. И она: почему ты никого не просила? А та села и говорит: так это же моя работа. Ну, то есть мне никто не должен его переносить, потому что я женщина. Мы работаем на одном уровне. То есть, естественно, я сам помогаю, если я понимаю, что это очень тяжелое, и я помогу. Но бывает просто, честно, часто очень начинаются истерики прямо на эту тему. Я не буду, я не должна, вот это вот все. А потом идут очень много вот этих шуток сейчас, да, в Reels, почему мужчины живут меньше, чем женщины. Поэтому и живут. Окей. Какой стиль руководства ты выберешь? Кнута или пряника? Нужно балансировать. Потому что ты знаешь о достаточной мягкости моего характера. э, И я один момент пытался, допустим, только пряник, да, там применять. Но опять-таки тот момент, когда приходит это выгорание, и там кнут уже очень жесткий начинается. И поэтому нужно научиться тоже это балансировать, потому что ты потом перейдешь просто на очень какие-то жесткие вещи, и
можешь очень сильно оскорбить человека и показать себя с какой-то плохой стороны. Поэтому нужно опять-таки найти какую-то золотую середину, баланс. Слушай, вот часто вот общаясь, беря интервью у гостей, которые приходят ко мне на канал, я задаю один мой любимый вопрос. Может быть, ты скажешь свою точку зрения, где заканчивается и начинается, вот где граница между здоровым фанатизмом и нездоровым фанатизмом в своей работе? Наверное, в том моменте, когда ты отслежишь, сколько ты времени тратишь на работу. Потому что все равно есть рабочее время, да, установленная норма, за которую тебе платят. Потому что переработки не часто оплачивают. И когда ты понимаешь, что начинаешь очень много времени на работе проводить, и ты становишься все менее и менее эффективным, ну, то есть ты в какой-то момент должен остановиться, потому что фанатизм — это... Ну, то есть для меня фанатизм показан очень хорошо в фильме «Меню», да, где это был сумасшедший шеф. Вот это уже фанатизм, и к чему это все приводит. То есть, а бешенство среди шеф-поваров, ты сам знаешь прекрасный пример, не только среди шеф-поваров, но и шеф-кондитеров, да, и просто даже линейного персонала, когда становятся просто бешеными, как будто у людей уже очень сильно нарушенная психика. А это все просто от очень большого количества рабочих часов. Как ты относишься к переработкам? Я отношусь нормально, но только тот момент, что они должны оплачиваться. Вот, поэтому, но единственное, опять-таки, нужно, наверное, не больше 250 часов в месяц. И то не каждый. Это при графе, это при часовой вырубке 140? Нет, не 140, но средняя 168 считается. Мгм. Годовая 166, 168. Ну, то есть, условно, это 1,5 ставки. Это можно, но не практиковать все равно это каждый месяц. Работая руководителем, постоянно приходится, как ты выразился правильно, потирать иногда сопли, слезы, мотивировать, успокаивать и все остальное. Как ты считаешь, где самому наполняться и чем? Для меня, наверное, тяжело ответить на этот вопрос, потому что я на данном этапе своей жизни как раз на том моменте, когда я пытаюсь прийти к этому. Я все равно еще не пришел. Я продолжаю в какой-то степени слишком много себя отдавать работе. Вот вопрос к тебе как к руководителю. Но для меня он достаточно больной, может быть, для тебя тоже. Мы с тобой сталкивались с этим не раз. А, Я его задаю руководителям часто. Как ты считаешь, что такое манипуляция увольнением? Ты считаешь, это нормально, ненормально? И где какая-то здоровая или нездоровая грань? Где действительно это можно сделать, а где нет? Нет, я считаю, что этого не нужно делать, потому что, ну, естественно, от усталости у меня у самого порой бы возникали в голове мысли: все, я увольняюсь, мне надоело, я больше не хочу. Ну, это да, Но, это но нормально. кидаться постоянно... а, Мне очень нравился, знаешь, подход моего последнего шеф-повара, вот в последнем месте, где я работал, да, там. ам, Если к нему приходили и говорили: все, я уволюсь, вот какие-то эмоции, вот это все, он говорит: да, хорошо, увольняйся. Он просто перестал в определенный, наверное, момент своей жизни вот это вот подтирать сопли, слюни. Если ты хочешь увольняться, увольняйся. То есть я не буду тебя качать, и если ты ко мне тут с этим особенно уже 5-й раз подбегаешь, ну, зачем тратить свою энергию? Потому что все равно этот человек, если он, ладно, об этом подумал, но если он начинает это уже озвучивать и пытаться манипулировать, повысить себе этим должность, зарплату или показать, что я тут самый лучший передовик и вообще лучше меня никто не работает, ну, хочешь увольняйся, увольняйся. Легко и просто. Ну да. Как научиться тогда себя адекватно оценивать? Это, наверное, для меня момент тот, который в человеке заложен. Можно к определенному уровню прийти, но если у тебя с рождения не заложена вот эта вот какая-то объективная оценка себя, то развить ее, мне кажется, практически нереально. Или до, знаешь, какого-то нормального состояния, что, ну, это действительно будет объективно. Вот мы с тобой начали с образования, да, и понятное дело, что для любого руководителя самообразование тоже играет важную роль. Мне интересно с тобой обсудить мой любимый вопрос. Как сказал один наш общий знакомый, топ-10 любимых вопросов от Валеры.
Как ты относишься к мастер-классам? Во-первых, я начну с того, что их стало очень много, и, наверное, 80% они все однообразные. Мастер-классы хорошо, но по каким-то, знаешь, уникальным все равно вещам. То есть которые не так, как у всех. Потому что, ну, на данный момент те мастер-классы, которые я посещал, там они были работодателем организованы, да, либо какие-то курсы я онлайн покупал. Знаешь, так сказать, с высоты какого-то опыта ты смотришь и думаешь: "Боже, мне смотреть 8 часов то, что я и так знаю". То есть ты это уже понимаешь там с первых, 20 минут. То, в принципе, это практически то, что ты знаешь. И, ну, наверное, будет удачей, если ты 5 каких-то новых, навыков приобретешь. А вот вопрос, один из моих любимых, который я задавал. Как тебе, когда ты приходишь на мастер-класс, а у тебя рецептуры не подготовлены? Или, ну, то есть там у тебя а, куратор, который ведет мастер-класс, просто типа орет на тебя, говорит, что у тебя руки из пятой точки растут, типа ты ничего не умеешь, встает, делает, а потом выясняется, что рецептура недоработанная. Или когда, в принципе, просто бросает людей и уходит, а люди сами там стоят, что-то Ну, пытаются изваять из рецептуры. я о таком сам конкретных примеров я не слышал. И сталкивался только с тем, что бывали абсолютно корявые рецептуры, которые ты уже потом со своего опыта какого-то просто дорабатывал. Ты знаешь, о чем я говорю. Книжки за 40 000 рублей. Да, книги, в которых просто опечатка на опечатке в технологии, именно даже не в технологии, в самой рецептуре. А тот, кто работает, в принципе, в этой сфере, знает, что именно кондитерка и пекарня, это, можно так сказать, то есть это нужна точность. То есть ты не можешь, как в кулинарии, да, Чуть на больше, чуть вкус меньше. чуть больше посолить, меньше как-то специй, вот это нет. Если там написано столько-то грамм муки, значит, ее столько и нужно. То есть это точность до порой миллиграммов. Ам, Про то, что может тебя оскорблять тот, кто ведет мастер-класс, и уходить бросать, ну, это тот момент какой-то, не знаю, неорганизованности человека. Ну, ты же захотел преподавать, тебя же никто не заставил. А у преподавателей все равно есть какой-то момент этики. То есть, опять-таки, балансировать свои профессиональные какие-то навыки и вот эти навыки учителя. Слушай, мне интересно чуть-чуть поговорить о твоем опыте работы за границей. Ты все-таки поработал вместе со своей в 3 странах, да? Есть ли для тебя принципиальное отличие и разница работать в других странах? Ну да, разница есть. И разница в первую очередь в том, что ты, приезжая в другую страну, у тебя, допустим, часто бывает, что тебе нужно было предварительно отправить меню. И ты взял что-то, то, что ты когда-то разработал, либо ты примерно что-то новое набросал, у тебя была какая-то идея, ты ее хочешь воплотить, или планировал, но просто ты будешь делать в том месте. Ты приезжаешь, а там нету тех продуктов, которые ты уже считаешь простыми. То есть, порой в на последнем том рабочем месте я сталкивался с тем, что, ну, порой в наличии не было, да тупо даже сметаны. И когда у меня дошел разговор даже до таких повышенных тонов, мне отдел закупок пытался доказать, что типа я дурак, сметаны больше, чем 15% не существует. Ну, я уже от этого очень бесился. Я думаю, ну, вы считаете меня дебилом? То есть, если я с головы это придумал. И такого было очень много, когда мне базовые простые продукты или расход на какой-то инвентарь, который, ну, знаешь, это как, не знаю, туалетная бумага условно считается уже вот в нашей сфере, они мне доказывают, что этого нет, и ты потом начинаешь искать, ты это где-то находишь и начинаешь им просто тыкать. Говорить: "Вот, почему вы это не нашли? Это же ваша работа". А мне приходилось порой на некоторые вещи вначале тратить по 3 недели, чтобы найти, бортовую ленту.
А потом еще сколько проблем было, когда они сидят и начинают: блин, ну вот это она же не дешевая. Я говорю: так это на год ее хватит. Но она мне нужна. И потом: мы так не можем заказать, а так вот мы тоже не это. И они начинают утомляться, потому что опять-таки был часто вопрос просто лени. Им было удобно заказать муку, сахар, молоко, а что-то другое заказать им проще всегда было сказать: ой, нет, этого нет. Или когда они мне доказывают, что этих вещей вообще в природе не существует. Слушай, ну это же не отличие, не то отличие, наверное, я неправильно донес до тебя мысль, потому что мне было интересно о каких-то отличиях, в принципе, между санитарными нормами или правилами, между менталитетами, между стилями руководства или стилями, ну, понятно, что там разные десерты есть, культурные и некультурные особенности, но, наверное, вот отличие, насколько люди готовы воспринимать, идти в ногу со временем или сидят на своих вот этих вот этих сладостях национальных и больше ни на чем. Да, различия есть, но, допустим, так как это были Россия и Казахстан, в плане санитарных норм практически ничего не отличается. То есть у нас вот в ЕАЭС, да, это таможенный союз, правила плюс-минус одинаковые. Единственное, есть, наверное, момент с сроками хранения. То есть там, не знаю, у нас там, допустим, там будет 12 часов, а у них там 18 где-то часов хранится с таким-то кремом изделие. Только в этом небольшие отличия. Ну и да, все равно менталитет, конечно, дает свой налет. И м, ну, в Краснодаре, допустим, это все равно была, к чему я очень долго не мог привыкнуть, это такая, знаешь, южная чуть-чуть лень, или Мгм. как, ну, то есть такое, знаешь, чуть расслабленность, как будто ты на пляж идешь, Мгм. а у тебя там банкет на 100 человек горит. Вот. В Казахстане, да, я столкнулся с тем, что, м, как ты всегда любил приводить пример, шоры у лошадки на глазах, да? Да-да-да-да-да. То есть только типа вот так. Очень Мгм. смешная аналогия получилась с лошадью и Казахстаном. Ну, вот. И да, вот это какая-то, знаешь, для меня сильная очень повернутость на национальных вещах. Хотя я, когда приехал, я прям в какой-то степени восхитился. Я им говорил: вот вы молодцы, и у вас это классно. Вы все равно, в отличие, допустим, от Беларуси, сохранили свой язык, все равно какие-то традиции, память об этом. И это хорошо. Но все равно мир постоянно меняется, и нужно все равно идти в ногу со временем, а не зацикливаться на том, что было у вас 500 лет назад, на тех традициях. Традиции все равно должны меняться и осовремениваться. Наверное, да, не меняться, а современниваться, Да, правильнее ну да, сказать. вот. Абсолютно какое-то было нежелание пробовать что-то новое, потому что, ну, я там достаточно много ходил куда-то на обед там или поужинать, или там в выходные дни. Какой-то это был бар, ресторан. И в определенный момент, потом приходя с кем-то, ну, естественно, всегда это шутка про десерт, да, а я просто мог уже страницу меню с десертами не открывать, потому что я знал, что их 5, и их 5 везде. То есть такой, знаешь, Какие? это тирамису, медовик, господи, как он, господи, называется, меренговый рулет, чизкейк, или я называл уже чизкейк. Мы когда-то шутили про национальный фрукт манго-маракуйя в Беларуси, да, то там это, знаешь, как будто национальный торт «Молочная девочка». М. И все, и это везде, и все, мы хотим только молочную девочку. А я тогда, с одной стороны, думаю: а зачем я сюда приехал, зачем вы меня позвали? Чтобы я вам молочную девочку делал? Э, ну, типа, честно, я её никогда не делал, потому что, ну, мне бы даже было неинтересно его делать, потому что, ну, я считаю этот торт, знаешь, таким домашним. Ну, то есть, все равно какие-то домашние рецепты имеют место быть на профессиональной кухне. И часто, да, это делают своей какой-то фишкой или дорабатывают это до какого-то более профессионального уровня. Но зацикливаться на 5 видах тортов, зачем тогда все? Ну, господи, вам вот любой кондитер, который их там 10 лет уже работает, у вас 10 лет они везде продаются, пусть он вам это просто и сделает. Зачем тогда вам шеф-кондитер? Тоже если коснуться
работы именно в последнем месте, у меня был очень для меня неприятный разговор в первые 2 месяца. Это был конец января. Когда я разговаривал, с F&B-директором, он инициировал этот разговор, то есть он хотел, так сказать, дать мне обратную связь обо мне. Он говорит: "Да, все классно, круто, ты молодец, ты быстро влился". Но для меня, и я хочу, чтобы в тебе это было, для меня шеф-кондитер — это шоумен. То есть, типа, забудь, что там тебе надо разруливать какой-то текущие моменты, которые возникают, да, там момент, чтобы у тебя был порядок, наличие того или иного, да, там заполнены все эти бумажки, в наличии всегда все продукты, и твои люди были довольны, они от тебя не бежали. То есть, типа, ты как будто вообще на это на все забей, ты шоумен. Ты должен постоянно, знаешь, там у тебя краски летать, какой ты, как это там было, «Гуси-лебеди», да, по-моему, мультик советский, когда они там из рукавов вылетали. Ну, то есть, типа, ты должен быть таким. Царевна-лягушка. Царевна-лягушка, да. Одной рукой взмахнула, Да, второй. да-да-да. Вот, то есть, что ты должен быть таким, постоянно делать что-то такое вау, чуть ли не ежедневно. А я думаю, а для чего это делать? Постоянно. Не, ну ладно, ради бога, это может быть их, как это, национальный колорит таким образом. Ну да, Вопрос они же в ж... другом, дают ли они тебе для этого всего ресурсы, Вот, это... чтобы кто-то заказывал тебе продукты и все остальное. Ну вот, опять-таки, да, я просто хотел уже к этому подвести. А, Финансовых средств на это не выделялось. И когда ты начинал рассказывать, что окей, хорошо, ну, мы хотим сделать то-то, но мне надо то-то для этого. И, ой, дорого. Я думаю, а что вы тогда от меня хотите? Ну, то Из есть, говна конфету. ну, так мы не хотим из говна конфету. Ну, то есть, точнее, мы хотим супер все вау профессионально, и чтобы все были довольны. Ну, что-то типа придумай. Ну ты же шоумен, достань из-за пазухи. Ну да, как царевна-лягушка. Есть еще пару вопросов к тебе, один из которых, вот ты поездил сейчас и вернулся сюда. Считаешь ли ты для себя отрицательный, каким-то отрицательным моментом или нет? Почему он отрицательный? У меня не было, знаешь, такого какого-то бзика, что я хочу дальше скакать где-то. То есть все равно у меня, знаешь, с детства была мечта побывать во многих местах, возможно, даже пожить или там поработать, но, знаешь, всегда вернуться в Беларусь. То есть у меня это всегда было, и оно так до сих пор остается. Но ты думаешь о том, что спустя какое-нибудь время ты хотел бы дальше поехать еще, работать где-нибудь? Да, на данный период я хочу побыть дома. Мне нужно получить, знаешь, какой-то, наверное, новый запал и желание. Я не знаю, появится оно у меня или нет, но пока я выбираю остаться здесь. Слушай, сейчас пока с тобой разговаривали, вспомнил другую тему. А как вообще, что ты можешь интересного рассказать про воровство на производстве? М, Но сейчас это, наверное, ушло. Но когда я еще начинал, опять-таки тот же комбинат школьного питания или хлебзавод, на котором у меня были знакомые, то есть, знаешь, такие еще с советских времен предприятия, там это было очень распространено. А по-другому, с одной стороны, было бы и никак. Это настолько нищенский уровень зарплат, люди бы просто на них не выжили. И знаешь, в какой-то степени это нужда была. Единственный момент, что это входит в такую привычку и стираются рамки. Порой люди начинают выносить просто бешеное количество. Расскажи Я поподробнее, видел, какой-нибудь случай. я, у меня был один знакомый, который работал вот как раз-таки на хлебзаводе. Я один раз мимо него проходил, это было 4-5 вечера, то есть как раз вот эта смена там заканчивается. И он через проходную выходит со своей какой-то коллегой, у него в руке ведро такое из-под сгущенки 15 килограмм, оно было явно не пустое, и вот здесь на плече он несет коробку, такая вот коробка, как из-под яиц размер. И вот он просто вот это тащит. И рядом с ним вот эта женщина такого, так, ну, может, 1,50 м роста, маленькая тоже. Тут у нее что-то висит на плече, тут у нее тут он еще под мышкой держит. И я знаю, что некоторые, я помню одну женщину,
где я проходил практику. Зарплата очень маленькая, я не знаю вообще, как люди могли за нее жить, но при этом она одета всегда была с иголочки, ездила на охренительном красном Ауди, на это КШП, на работу. И понимаешь, вот тоже то, что настолько это входит в привычку. Я помню, в одну из практик там он попал день, когда у них был санитарный день, и то есть они просто пришли и убирали там какое-то количество времени. А так как у них система была план-наряда, и то есть это такая огромная бумажка, и где написано, сколько, куда, чего насыпать, да, на количество этого заказа. И продукты выдаются кладовщиком со склада строго только под вот это подбитое количество. То есть у тебя нету свободного склада, где ты потом что-то сможешь добрать. И вот они были в предыдущий день наэкономили там как-то молока, яиц, оно осталось у них там в холодильнике, и в день, когда продукты не выдавались, потому что это был санитарный день, они перли там по 6 или по 10 коробок молока. То есть, понимаешь, хоть что-то, но урвать. То есть с пустыми руками с работы, ну, уже никак не уйти. То есть, знаешь, типа, как будто бы тебя домой не пустят, если ты ничего не принесешь. И да, особенно, ну, и в советские времена это еще было, и там 90-е, начало 2000-х, многие воровали столько, что люди себе квартиры строили, работая за нищенскую зарплату. Ох, прекрасная работа в общепите. Но сейчас этого нет, потому что, во-первых, камеры, пропуска, вот эти контрольно-пропускные пункты, вот это все. И, ну, все равно относительно уровень зарплаты стал выше. Но я думаю, на таких местах, как хлебозавод или более мелкие какие-то, может быть, пекарни, все равно где-то это продолжается. Но это все равно, это то еще советское поколение. Уже наше поколение, я думаю, Ну, кто-то делает, но кто-то все равно не так, как те, потому что таки те люди, они пережили 90-е. Страшное голодное время, да, то есть нам чуть-чуть непонятно. Мы к еде и к потреблению относимся чуть-чуть по-другому. Ну, как-то, наверное, более спокойнее. подводя итоги, для каждого у меня есть свой блиц-опрос, из которого из двух вариантов нужно выбрать один по возможности. Работать или учиться? Работать, Достичь мастерства или быть счастливым? быть счастливым, Деньги или авторитет? деньги, Быть профессионалом или быть звездой? быть профессионалом, Вкус или обоняние? вкус, Чай или кофе? кофе, Утро или вечер? вечер. Вопрос, который не вопрос, а всегда ты смотрел интервью, знаешь, что под конец задается один контрольный вопрос, но так как его уже все знают, я сейчас думаю на тему того, чтобы как это все переделать, чтобы было что-то интереснее. Поэтому тебе вопрос я задам другой. Скажи мне, пожалуйста, когда человек к тебе приходит на собеседование, ты его собеседуешь к себе в команду, какой бы ты контрольный вопрос задал ему, чтобы понять, хочешь ли ты его видеть в своей команде или нет? Это тяжелый вопрос. Потому что на тот, который ты всем задавал, про чтобы ты дал наставление, да, какое Да. молодым, я бы сказал: "Бегите". Я уже подготовился. На собеседовании, я не знаю, это все равно какие-то, наверное, конкретно под человека, под того, как ты с ним общаешься, и все равно ты видишь его какой-то настрой, ты послушал то, что он о тебе рассказал, и ты уже, наверное, конкретно, можно сказать, подстраиваешься под ситуацию. То есть конкретно, знаешь, моего такого вопроса с подвохом, хотя нет, есть. И я так очень быстро собеседование в Краснодаре закончил. Ну, Когда ко мне пришел парень без опыта, а мне нужен был как раз на ту позицию, ну, достаточно опытный уже человек, и я понимал, что он чуть-чуть мнется, он как бы, ну, тяжело ему себя презентовать, но думаю, ладно, как бы возраст, но я ему стал задавать вопросы в плане его профессиональных навыков.
насколько он умеет, знаешь, разложить что-то по полочкам. И я приводил пример. Я говорю, допустим, ситуация, нужно приготовить песочное тесто. Говорю, но у вас есть рецептура, да, говорю, на листике, пусть на клочке на каком-то, говорю, написано список продуктов, количество, сколько их должно быть на определенную закладку. Говорю, но нету технологии приготовления. Говорю, просто песочное тесто это был как пример. Я говорю, и также другие какие-то полуфабрикаты. Ну, такие, так скажем, база, которая есть. Говорю, вы сможете без технологии приготовления описанной приготовить тот или иной полуфабрикат? То есть если будет название и список продуктов с их количеством. И когда, знаешь, он мне начал писать, ну да, я знаю, я говорю, ну хорошо, допустим, песочное тесто, базовое, неважно, там, одну из двух, там, допустим, технологий скажите. И когда он мне начал говорить, ну, я взобью яйца с сахаром, потом добавлю туда муки. Я говорю, а масло сливочное когда? Ну потом я его растоплю и добавлю в конце. И то есть я подобным вопросом подвожу к тому, понимает ли человек базовые какие-то технологии в приготовлении каких-то полуфабрикатов. То есть ты знаешь, что песочное тесто можно приготовить там условно двумя способами, там, когда-то масло взбить, когда-то не взбивать, просто перемешать, да, что если ты готовишь бисквит такой-то, то он готовится по определенной технологии, и то есть, в принципе, глядя на список продуктов, ты сможешь понять, что здесь зачем будет идти, если у тебя не расписана подробно именно технология приготовления. То есть для меня это какой-то ключевой навык, насколько человек сможет быстро ориентироваться. Спасибо тебе огромное за интервью и за эту встречу. Пожалуйста.